Я покажу тебе человека, который умер от голода в приготовлении еды. И это официально задокументированный факт. 5 мужчин бросили исправную машину, ушли в ночной лес минус 15 в кроссовках, прошли 30 километров в гору. Один из них потом 13 недель пролежал рядом со спичками и не зажег ни одной. Округ Юба, Калифорния, февраль 1978 года. Дело до сих пор официально не закрыто. Один из 5 не найден никогда, ни живым, ни мертвым. Следствие назвало причину. Они просто заблудились. Но ни один следователь так и не объяснил главного. Почему человек, окруженный едой, теплом и спасением, выбрал смерть? Февраль в округе Юба пахнет соснами и мокрым асфальтом после дождя. Не горами, не опасностью. Их было 5. Тед, Гэри, Билл, Джек Мадруга и Джек Хьюетт. Возраст от 24 до 32 лет. Все жили с родителями. Все любили баскетбол так же, как другие любят воздух. Легкие формы интеллектуальной недостаточности у 4. У 5-го Гэри Матиаса параноидная шизофрения, которую он держал под контролем таблетками. Аккуратно, ежедневно. Их называли просто «мальчики». 25 февраля должен был стать лучшим днем в их жизни. Турнир специальной олимпиады. Победители получали поездку в Лос-Анджелес. Накануне вечером они аккуратно разложили формы на кроватях. Ровно, бережно, чтобы утром надеть и не мять. Они ждали этого дня месяцами. Вечером 24 февраля все 5 сели в бирюзовый Меркьюри Монтего Джека Мадруги. Поехали в соседний Чико посмотреть игру студенческой команды. Оделись легко. Ветровки, тонкий свитер, кроссовки. Температура вечером +5. Никто никуда не собирался, кроме как домой. В 22:00 матч закончился. Зашли в магазин, купили пироги, шоколадные батончики, газировку. Сели в машину. 80 километров на юг, прямо домой, но машина поехала на восток. Никто не знает, почему они свернули. Никто из 5 не оставил записки, не позвонил домой, не сказал ни слова. Бирюзовый Монтего уехал в горы национального леса Плумас, серпантин, ни единого фонаря. Снег по обочинам стал все выше, сантиметр за сантиметром, поворот за поворотом. Температура падала. -5, -10, -15. Машина остановилась на высоте 1300 метров. Увязла в снегу чуть-чуть, едва-едва. 5 взрослых мужчин вытолкнули бы ее за 2 минуты. Вместо этого они вышли и пошли вверх, в темноту, в метель, в кроссовках, без фонарей, без еды, только пироги и газировка в руках. Они шли 30 километров в гору. То, что случилось дальше, не поддается никакому объяснению. Если ты хочешь дойти до конца этого расследования, подписывайся на архив теней прямо сейчас, потому что дальше будет только страшнее. Утром 25 февраля они не вернулись. Форма так и осталась лежать на кроватях, ровно, нетронутая. Родители позвонили в полицию. Полиция начала один из самых масштабных поисков в истории штата Калифорния. Улика 1. Машина. Через 4 дня полиция нашла бирюзовый Монтего на горной дороге. По материалам полицейского рапорта округа Юба от 28 февраля 1978 года двигатель завелся с 1-го раза. Бак наполовину полон. Колеса застряли поверхностно. Достаточно было раскачать. Ключей в замке зажигания не было. Кто-то забрал их с собой. Официальная версия следствия. Растерялись и пошли за помощью. Но помощь была внизу, по дороге, которую они только что проехали. Они пошли вверх. Улика 2. Свидетель. В ту же ночь на той же дороге находился Джозеф Шонс. У него случился сердечный приступ прямо в машине, согласно его показаниям, зафиксированным следствием. Он видел группу людей с фонарями. Он кричал, звал на помощь.
Фонари погасли, голоса стихли. Все одновременно. Шонс упоминал женщину с младенцем на руках среди группы. Откуда в горах ночью при -15 женщина с ребенком? Следствие не дало ответа. Улика третья. Трейлер. В июне, когда сошел снег, поисковая группа добралась до заброшенного лагеря лесников в 30 километрах от машины. Там был трейлер. Внутри Тед Вейхер, завернут в 8 одеял. По заключению судмедэксперта округа Юба, смерть от переохлаждения и истощения, потеря веса около 50% от исходного. Время нахождения в трейлере от 8 до 13 недель. 13 недель. Рядом с Тедом. Консервы. Открывалка армейским ножом лежала здесь же. Запасы еды, которых хватило бы на год. Баллон с пропаном полный. Спички нетронутые. Дрова рядом. Окно было разбито, но внутри было достаточно материала, чтобы заткнуть дыру. Ни одна спичка не была зажжена. Официальная версия следствия – смерть от переохлаждения и истощения вследствие потери ориентации. Просто, чисто. Только вот никто не объяснил, почему человек 13 недель лежал рядом с едой и не ел, рядом с теплом и замерзал. Еда была рядом, он не ел, тепло было рядом, он замерзал. Дверь была открыта, он не вышел. Улика четвертая. Исчезновение. Следователи нашли в трейлере кроссовки, те самые, в которых Гэри Матиас ушел из машины. Рядом кожаные ботинки, снятые с мертвого Теда. Гэри надел чужую обувь и ушел. Вскоре в лесу нашли останки еще 3, Билла и обоих Джеков. Кости, разбросанные хищниками. Тела не сохранились. Гэри Матиас не найден никогда. По данным базы розыска штата Калифорния, Гэри Матиас, дата рождения 5 ноября 1952 года, числится пропавшим без вести с 25 февраля 1978 года. Статус дела открытое до сих пор. Логика здесь бессильна. Мы привыкли верить. В экстремальной ситуации тело знает, что делать. Инстинкт выживания включается автоматически. Он древний, он надежный, он не отключается. Но посмотрите на факты. Они бросили рабочую машину. Они ушли в темноту. Еда была рядом. Он не ел. Тепло было рядом. Он замерзал. Дверь была открыта. Никто не вышел. Закройте глаза на секунду. Представьте, вы в этом трейлере. Рядом консервы. Рядом спички. За разбитым окном -15 и метель. Вы слышите ветер. Вы чувствуете холод. И вы просто лежите. Почему? Есть версия, которую следствие не захотело разрабатывать. Гэри Матиас не принял таблетки в тот вечер. Параноидная шизофрения без медикаментов – это не просто странное поведение. Это голоса, это ощущение преследования, абсолютно реальное. Это приказы, которым невозможно не подчиниться. Это угроза, которой нет. Но для заболевшего мозга она реальнее стен этого трейлера. Гэри Матиас видел что-то в ту ночь. Что-то, что заставило его бежать вверх по горе в метель. И остальные 4 пошли за ним. Потому что он был настоящим, и его страх был настоящим. Или была другая причина. Кто-то на той дороге. Тот, кто заставил выключить фонари, когда Шонс позвал на помощь. Тот, чье присутствие не попало ни в один официальный документ. Лес в горах Юба снял с 5 взрослых мужчин весь слой цивилизации за одну ночь. Если это случилось с ними, кто гарантирует, что в нужный момент ваш собственный разум не станет вашим главным врагом? Семьи так и не получили ответов. Форма мальчиков до сих пор существует только в архивных фотографиях, разложенные на кроватях, ровно, ожидающее утро, которое так и не наступило. Этот случай называют американским перевалом Дятлова. Но он, возможно, страшнее, потому что на перевале Дятлова была внешняя сила.
Лавина, радиация, секретные испытания. Версий много. Здесь не было ничего внешнего, только 5 мужчин, горная дорога и одна ночь, которая сломала их изнутри. Это не осталось в прошлом. Горы Плумас открыты для туристов. Та же дорога, тот же лес. Трейлер давно сгнил, но место то же самое. Гэри Матиас исчез 25 февраля 1978 года. Официально числится пропавшим по сей день. Это значит, где-то он все еще существует. В документах. В деле с пометкой «Открыто». В базе данных разыскиваемых. Вопрос в одном: только ли в них? Мы боимся монстров в темноте. Мы строим замки, системы безопасности, страховки на все случаи жизни. Мы верим, что контролируем свое выживание. Но настоящая бездна всегда скрыта внутри. И иногда достаточно одной ночи, одной дороги, одного поворота не туда. А пока я готовлю следующее расследование, посмотрите видео про перевал Хамар-Дабан. 6 человек, одна выжившая. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. У всех 6 одновременно. Некоторые тайны еще ждут своего часа. Если эта история заставила вас взглянуть на привычный мир другими глазами, подписывайтесь на архив теней. Здесь еще много того, о чем официальные версии предпочитают молчать.